Привет, друзья, Миран на связи. Очень много годных релизов вышло в мае. Но именно в этот раз я решил сделать аж два итоговых ММО-месячных выпуска, очень условно разделив релизы на что-то софтовенькое и типа true. Сегодня у нас первое отделение, и начнем мы его с альбома Noita от задорных финских ребят Karpiklaani. Noita. Такие альбомы всегда ждут с нетерпением. И даже если слушатель не подчеркнет для себя пары годных треков, он, конечно, повоняет в интернете на тему «не торт», но все равно придет на местный концерт и дико оторвется под проверенные временем хиты. Хотя, на мой взгляд, Karpiklaani новым альбомом смогут порадовать большее число поклонников, чем, например, немного однообразными Karkelo и Okun Waka. Последние, конечно, запомнились публике и алкотреками Happy Little Booze, Tequila, аналогов которым на Noita нет. Однако последний полновес и без того радует изрядным количеством быстрых и задорных треков. То есть мы получаем именно то, чего всегда ждем от Karpiklaani. Вообще очень круто, что Karpiklaani, исполняя процентов 95 своих песен на родном финском языке, сумели завоевать огромную аудиторию. Лично я как-то не заморачиваюсь с переводом их текстов. Если кто-то из вас заморачивается, то хоть напишите в комментариях, о чем они поют. Но ведь главное — это безумная энергетика Йони Ярвала и всех его интернациональных хей-хеев и ла-ла-лейв. Перевод тут особо не требуется. Ну а на альбоме Noita Йона и компания добавили к своим веселым выкрикам и привычному фолку немного таких олдовых гитарных рифов, тем самым внеся самый минимум необходимого разнообразия при сохранении общего настроения Karpiklaani. Второй релиз для сегодняшнего выпуска нам предоставила не менее известная группа, но исполняющая уже прог-пауэр. Камелот и их новый альбом Heaven. Вы могли встретить средние рифы со средним вокалом на альбоме Poetry for the Poisoned. Следующий за ним Silverthorn немного исправил ситуацию, но еще не то. А вот новый альбом Heaven — это самое что ни на есть то. Это возвращение к старому Камелоту, который цеплял наше внимание или прогрессивными гитарными рифами, или красивейшими вокальными мелодиями. На альбоме Heaven хотя бы один из этих двух пунктов выполняется в любой момент времени, но иногда, как мне кажется, выполняются оба. У нас часто бывает такая ситуация. Лет 10 слушаем группу, а потом они исписываются, начинают выпускать проходники просто для выполнения условий договора с лейблами. А потом, чтобы вылезти из творческого застоя, они меняют состав.
К примеру, вокалиста. Музыка становится интересней, но вокальные или внешние данные нового фронтмена мы с непривычки воспринимаем трудно. Но у Камелота все совсем не так. Да, был застой. Да, они сменили вокалиста. Да, музыка вновь стала цеплять, но на слух и визуально новый фронтмен ощущается точно так же. Даже бородка и прическа идентичны. В общем, спасибо Томи Каревику за то, что вернул нам Камелот. Ну и остальному составу вместе с кучей приглашенных музыкантов за отличный альбом. Надеюсь, они продолжат в том же духе. Ну и третий альбом. Я просто не мог пройти мимо. Новое ведро точек от героев одного из прошлых выпусков МММ. Oxo-Xux. Второй альбом этих готичных французских экспериментаторов называется «Намедая», что в переводе с их собственного языка означает «последняя слеза». Хотя... Да, когда у вокалиста такая подача, на название лирику можно в принципе забить. Но однако кастомный язык еще и добавляет атмосферности. На самом деле мало что отличает этот альбом от дебютника. Но тут случай, когда я буду рад любому вбросу из-под вывески Oxo-Xux. Эти ребята пару лет назад показали мне, что готик метал не то что жив, а еще и способен звучать более чем современно. Ну, готика готикой, а Oxo-Xux периодически радуют и бластбитами, и тремоло партиями, иногда проскакивает глич. Ну еще бы, у них в звукоинженерах сидит Готье Серре, Игорек постарался и в этот раз. Сейчас в группе появился барабанщик, и Oxo-Xux начинают нагнетать атмосферу еще и в живых выступлениях. Так что когда-нибудь и нам, вероятно, доведется воочию увидеть их клевую черно-синюю визуализацию. И что мы имеем в итоге? Два отличных камбэка от Корпиклани и Камелот и уверенное подтверждение того, что Oxo-Xux собрались не ради одного альбома и впереди их ждет большое будущее, чему я очень рад. Не забывайте, что вскоре выйдет продолжение этого выпуска MMManths, в котором я постараюсь удовлетворить интерес любителей более мрачной музыки. Ну а пока что у меня есть одна новость. В последнее время в России начинает проводиться большое количество open-air'ов, а их размах уверенно приближается к зарубежным аналогам. Мы решили посетить парочку подобных мероприятий и в специальных выпусках MMM Live познакомить вас с непередаваемой атмосферой фестивалей под открытым небом. Так что запоминайте, встречаемся с вами на Мото Малоярославце с 25 по 28 июня и на Крымфесте с 20 по 26 июля. Скоро я расскажу обо всех подробностях в отдельных видео, а пока что можете пройти по ссылкам в описании и ознакомиться с предстоящими мероприятиями. Ну а пока пора open-air'ов не наступила, мы будем снимать MMM Live на концерте Годжира. Собираемся 13 июня в клубе Вольта, будет очень круто.
Ну а пока что подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайки и нажимайте на рассказать друзьям. С вами был Миран. До связи.